Всем привет, с вами онлайн Синк, и сегодня мы поговорим про слух, как его улучшить, как улучшить тем, кто ничего не знает о нотной грамоте и кто знает уже хотя бы какие-то азы. Дам практические советы и тем, и другим, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень радостно и приятно. Начнем. Начнем с тех, кто не знает нотную грамоту, и главный им совет вам. Совет заключается в том, что это просто статистика. Тот, кто играет хотя бы маломальски на каком-то инструменте, на гитаре умеет играть пару аккордов, на смартфоне, фортепиано тоже может какую-то мелодию сыграть, это уже многое меняет, человек внимательнее слушает музыку, уже не так обывательски подходит к музыкальной ткани и воспринимает ее серьезнее, хотя бы сколько-то. Вот, самый первый совет. Мы учимся хотя бы немножечко для настроения играть на инструментике. Вот, любом абсолютно. Далее, мы уже хотя бы понимаем, где мы можем зажать какую-то нотку, и что на фортепиано, что на гитаре, мы нажимаем эту нотку и пытаемся в нее попасть. Либо делаем это же на гитаре. Подъезжаем к ней, спускаемся, ищем резонанс с инструментом. Конечно, это получится не сразу, но постепенно вы придете к этим нотам. Маленький совет. Если вы нажимаете себе ноты на гитаре, то нижние струны помогут найти себя мужчинам, которые не знают, где вообще находится их голос и как попасть в ноту. В общем, низкие, толстые струны вам будут помогать в этом, а девушкам высокие струны, если максимально по-простому. И мы попадаем в какую-то одну нотку, у нас уже это получается, хорошо. Потом усложняем, делаем две ноты, играем и стараемся их тоже повторить. 3 ноты, 4 ноты и, может быть, в дальнейшем какие-то мелодии. Постепенно слух привыкнет к тому, что мы стараемся срезонировать с инструментом, с музыкальной тканью. И это максимально важно. Потом уже вам это же поможет в песнях. Теперь практические советы тем, кто уже знает нотную грамоту. Что я подразумеваю под нотной грамотой? Если хотя бы вы знаете, что такое до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, это уже, в принципе, самый минимальный базовый уровень, с которого можно начинать. Но упражнения эти будут вам помогать всегда абсолютно, независимо от того, на каком уровне вы находитесь. Просто их можно будет комбинировать более сложно. Самое первое. Мы возьмем какую-то тональность, возьмем простую. До мажор, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Первое. Мы настраиваемся на тональность. Послушали трезвучие и спели это трезвучие. До, ми, соль, ми, до. Хорошо, мы настроились. Далее мы поем тяготение неустойчивых ступеней в устойчивые. То есть у нас устойчивыми являются ступеньки, которые мы сейчас пропели. До, ми и соль. А все остальные ре, фа, ля, си являются неустойчивыми. Вот, в общем, покажу. На практике проще, чем просто на словах. Устойчивые. До, ми, соль, ми, до. Вот эти нотки. И тяготение в эти нотки. До, ре, до. Хорошо. Первое тяготение пропето. Второе. Ми, фа, ми. Третье. Соль, ля, соль. И последнее. До, си, до. Вот. Это базовый минимум. Мы настроились лучше на тональность. И дальше мы усилим эту связь с тональностью, пропев еще более усложненную вариацию. Это опевание основной ноты. До, ре, си, до. Ми, фа, ре, ми. Соль, ля, фа, соль. До, ре, си, до. Вот. Уже стало понятнее намного, где мы поем. Я эти ступени чувствую намного отчетливее. Я вспомнил, где они находятся. Когда вы только начинаете запоминать вот эту схему, нужна практика в достаточном количестве, чтобы была вот эта база. И потом уже слышать и читать в том числе с листа намного проще. То есть без этого читать с листа
очень сложно, если ты ничего не слышишь, а это тебе дает базу. Ты помнишь, что так, они взаимодействуют так, ми, фа, ми. И примерно ты хотя бы знаешь, где это находится. Более того, ты перед этим 5 минут назад, скажем, ты попробовал голосом это уже спеть, и голос тебе поможет, голос помнит, что ты делал. Так, вот мы пропели тональность трезвучия, мы пропели тяготение неустойчивых ступеней в устойчивую, мы пропели опевание, сверху мы пели опевание, до, ре, си, до. И теперь мы поем гамму до мажор. Поем ее вверх и поем вниз. Совет, если вы достаточно натренировались вот предыдущими упражнениями, то желательно петь гамму, ощущая эти же тоже тяготения. То есть, если у нас идет нисходящее движение, там ми, ре, до, то здесь же есть ре, в, до. Вот. И по этой логике пойти стараться тоже слышать вот эти тяготения. Поем гамму. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Повторяем это, соответственно, несколько раз. Каждое упражнение желательно бы. Там хотя бы раза по два, по три, чтобы оно прям осело у нас в голосе. И хорошо, мы спели все упражнения. После этого можно читать с листа. И, в принципе, уже голос будет намного точнее себя ощущать. Что можно почитать с листа, если вам интересно? Одноголосие Калмыков-Фридкин и двухголосие Способен. Просто шикарные сборники, лучше пока что, наверное, не придумано. Вот, начинаем с прям начала, там все тоже в до мажоре, потом все усложняется. В общем, можно найти упражнения для любого уровня учеников. Ну хорошо, спросите вы, а что же еще можно сделать, Дима? Что? Вот как усилить слух? Эти упражнения нам мало. Так мы их пропели под инструмент. Хорошо, теперь мы их пропеваем отдельно от инструмента. То есть уже запомнив, мы стараемся воспроизвести это отдельно. Конечно, помогаем себе опорными какими-то нотами, если запутались, нажимаем, проверяем, но тем не менее. До, ре, до. Пропели под инструмент, потом поем без. До, ре, до, ми, фа, ми, соль, ля, соль, до, си, до. Все. И каждое упражнение пропеть без инструмента. Если получается плохо, как сделать это лучше? Маленькая хитрость. Вот мы находимся с вами в до мажоре в данном случае. Можно брать любую тональность и с любой тональностью проворачивать это же. Подыгрываем себе основную ноту тональности. То есть даем бас. Там, скажем. И он нам дает общую настройку, общий фон. И дальше идем уже, пропевая все тяготения, гамму и прочее. Мы будем удерживаться на этом басу. Это очень хороший совет, попробуйте обязательно. То есть до, ре, до, ми, фа, ми, соль, ля, соль и так далее. Итак, мы это пропели в до мажоре. Дальше, на следующих занятиях, в другой день, мы поем это уже в соль мажоре, в ре мажоре, в минорах и так далее. Единственное, не старайтесь заниматься очень много. Вы сильно можете выгореть, потому что все-таки, если брать какие-то занятия на инструменте, это более практическое искусство, и ты понимаешь, что ты делаешь, для чего ты делаешь. А здесь это не так очевидно. Поэтому ставьте себе реальные рамки, сколько вы можете прозаниматься в неделю. 3-4 раза по 20 минут. Это уже даст какой-то, но результат. Я лично, когда сажусь, я сажусь где-то минут на 40 и, ну, раза 3-4 в неделю. И теперь самое главное упражнение для сольфеджистов, энтузиастов, которые очень хотят слышать, но вот очень сложно дается, не получается. Мне это упражнение когда-то помогло просто максимально. Его можно делать в абсолютно разных вариациях. В общем, заключается оно в чем? Допустим, мы поем гамму. И под инструмент у нас получается ее петь. Голос у нас цепляется за нотки. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Но когда мы поем без инструмента, все летит в никуда, мы съезжаем с тональности, не слышим, все очень плохо.
В общем, самое первое, самое главное, мы максимально стараемся много повторить эту гамму или какой-то определенный паттерн, мелодию там, в данном случае гамму, чтобы она осела у нас реально в голосе. То есть нам еще и голос помогал ее пропевать, чисто вот механически. Хорошо, это есть. Может, это будет не за один день. Далее мы поем одну ноту, а вторую, следующую, мы стараемся услышать внутри. Да, это, конечно, такая задача нелегкая. Поначалу будет прям очень сложно, но постепенно будет становиться легче, и это обострение внутреннего слуха. Это будет зависеть напрямую от того, сколько вы напоете эту гамму до того. Вот, потому что если вы ее мало потренируете, не на что будет опираться, вам не будет голос сам помогать. То есть наглядный пример. До, ре думаем про себя. Ми, фа думаем про себя. Соль, ля думаем про себя. Си, и до тоже думаем про себя. Это сложное упражнение. Но если у вас получится хотя бы, допустим, начальный тетрахорд так пропеть, то есть до, ре, ми, фа, это уже будет большой успех. Далее все будет зависеть от того, насколько вы усердны, и слух обязательно придет. Собственно, само чтение с листа на этом и построено, на обострении внутреннего слуха. И весь слух построен на том, чтобы обострить вот это внутреннее ощущение слуховое. Так что нужно цепляться за эти упражнения и стараться переходить максимально в них. А это можно сделать в таких упражнениях, как пение через ноту, чтение с листа. Слух будет очень хорошо обостряться. Так что всем удачи, занимайтесь сольфеджио, пойте красиво, и будет вам музыкальное счастье. Всем пока, с вами был онлайн Синг, приходите на онлайн уроки и офлайн уроки.